Тот случай, когда скорость и ловкость удивительным образом сочетаются с бесстрашием, хитростью и настойчивостью, что сводит шанс побега к минимуму. Охотничьи угодья этих зверьков раскинулись не только на земле, но и в кронах высоких деревьев. Поэтому, несмотря на миловидную внешность, это самые искусные охотники, способные усмирить все, что уступает, а иногда и превышает их в размерах. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герой сегодняшнего выпуска – американская куница. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Американская куница внешне очень напоминает свою европейскую родственницу, отличаясь от нее более светлой мордой и более крупными лапами. Она также предпочитает старые смешанные и хвойные леса, но обитает лишь на территории Канады и северной части США. Обладая отменным аппетитом, чрезмерной подвижностью и безграничной энергией, куница держит в страхе десятки видов животных, обитающих по соседству. С легкостью вставая на задние лапы, хищник осматривает свои владения, площадь которых может превышать 10 квадратных километров. Мелкие грызуны лучше всего подходят на роль легкой закуски. Превосходное обоняние безошибочно указывает направление к цели, а стройное тело помогает использовать каждую лазейку, поэтому шансы скрыться призрачно малы. Обладая длиной тела чуть более полуметра и массой до 1,5 килограмм, куница ежедневно съедает около 150 грамм пищи, поэтому одной мыши ей явно недостаточно. Куда более аппетитной целью выглядит американский кролик, но поймать его непросто. Хотя для куницы нет ничего невозможного. Одного укуса в шею достаточно, чтобы усмирить мышь, но против более крупной цели такой прием не срабатывает. На будущее молодая куница усвоит этот урок. Острые изогнутые когти – превосходное приспособление для лазания по деревьям. При этом пушистый хвост, достигающий трети длины тела, помогает сохранять равновесие. Все это наделяет куницу способностью невероятно быстро перемещаться над землей, поэтому в поле зрения хищника попадают даже такие искусные древолазы, как белки. Последние гораздо легче и, как следствие, проворнее. Но они не учитывают невероятную настойчивость противника, который не привык отступать. Куница будет преследовать белку до тех пор, пока та не совершит ошибку, ведь даже самый ловкий прыгун может быть загнан в угол. Но есть более простой способ добыть белку. Полагаясь на обоняние, стройное гибкое тело и, конечно же, смекалку, куница способна пробраться в чужое жилище, поэтому даже самое надежное укрытие становится смертельной ловушкой и лишь облегчает задачу охотнику. Также желанной добычей становятся птицы и их яйца, которые похищаются даже из самых труднодоступных мест. Зверьки ведут одиночный образ жизни. Каждый из них защищает границы охотничьих угодий от особей своего пола. Владения тщательно маркируются пахучими железами, что позволяет избежать ненужных стычек. При этом постоянного места жительства куницы не имеют, а местом для отдыха становится любой укромный уголок, коих более чем достаточно в густом лесу. Однако бесстрашие и любопытство американской куницы разбавляется чрезмерной осторожностью, ведь рядом множество хищников, готовых полакомиться небольшим зверьком. Это не только лисы, но и койоты, рыси, пумы, а также крупные хищные птицы.
Зимой добыть пропитание становится сложнее. Кроме того, куница не обладает достаточным запасом жира и не может позволить себе голодать. Поэтому, чтобы выжить, приходится применять все навыки, включая развитое обоняние, а также скорость и ловкость. Ее широкие лапы действуют словно снегоступы, но американский беляк гораздо лучше приспособлен к снежному спринту, поэтому шансы настигнуть его крайне малы. Хотя иногда все же удается застать бегуна врасплох. Куница не намерена упускать столь крупную добычу, поэтому она вкладывает всю силу в яростные укусы, пытаясь прокусить шею. Участь жертвы предрешена, однако наиболее трудоемкой задачей становится транспортировка в безопасное место добычи, намного превышающей в весе самого охотника, но у куницы нет другого выбора. Интересно, что, будучи сытой, американская куница может играть со своей добычей прямо как кошка. Мишенью охотника может стать даже родственный горностай, который, обладая более скромными размерами, способен спрятаться в недоступном для него убежище. К несчастью зверька, хищнице ничего не стоит расширить узкий вход. Хотя у обладающего не менее развитыми рефлексами горностая всегда есть шанс на побег. Летом мясная диета разбавляется сочными ягодами и даже орехами, а иногда и более диковинным лакомством, в чем может посодействовать лишь грубая сила, которой более чем достаточно у черного медведя. Обладая удивительным обонянием, он знает, где искать мед, и трухлявое дерево вряд ли остановит сладкоежку. Ради такого угощения укусы пчел можно потерпеть. Пользуясь моментом, хитрая куница не теряет возможности и под гудение роя присоединяется к трапезе. Старые поваленные деревья становятся надежной крепостью для подрастающего поколения. В возрасте 7 недель малыши начинают покидать укрытие. Они исследуют окружающий мир и в играх получают первые навыки охоты. Уже совсем скоро мать начнет брать их на промысел, чтобы к 4 месяцам от рождения каждый из подростков стал самостоятельным охотником, пусть поначалу и не самым успешным. Охота за ценным мехом и вырубка лесов нанесли серьезный удар по популяции куниц. Совсем недавно ситуация была далеко не из лучших, но вовремя принятые меры позволили сохранить ареал обитания, и сегодня во многих регионах численность этих умелых и забавных хищников вновь начала расти. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!